Всем привет, меня зовут Кичугин Эдуард, и сегодня будем рисовать такую штуку. Берите листик, бумажку и начинайте вместе со мной. Останавливайте там, где нужно, на паузе. Возвращайтесь к необходимым моментам и повторяйте. Это как спорт, как фитнес. Подход, и все получится. Я начинаю с рисования вот таких вот абрисов кустов и немножко травы. Это будет такая полупейзажная тема с небольшим архитектурным строением в виде, как по-русски говорить, мельницы, да. И набрасываю основные контуры этой мельницы. Стараюсь сохранить чистоту рисунка. Штриховку использую только по форме. Те линии, которые мне необходимы, я рисую сразу и точно. В этом есть такой большой прикол. Нужно рисовать сразу и хорошо. И перьевая графика, она способствует развитию этого навыка. Мы не используем карандаш, мы используем перо и рисуем сразу же симпатично, красиво, просто и быстро. Делаю навес, делаю детализацию, делаю помосты, ниже которых будет вода, и делаю такую штриховку. И плюс интенсивные тени туда, где будет скапливаться, ну, соответственно, интенсивные тени, да. И вот такой элемент цветной, вы видите, вот сейчас мы будем к нему идти старательно. И первое, что я делаю, приношу воду в область кустов и капаю туда чуть-чуть зеленым. Потом то же самое, но более интенсивно, в место, где у меня предназначено, зарезервировано для воды. Я приношу воду, потом капаю пером чернила, это Винсор Ньютон, а потом чуть-чуть размываю аквабрашем. Я работаю на бумаге Палаццо, я уже не помню, какая это марка, но 280 миллиграмм на метр квадратный. И вот смотрите, как она работает. По-моему, просто прям чудесно. Сочетание пера, сочетание Винсор Ньютон и сочетание вот этой вот бумаги. Я стараюсь, чтобы мой скетч был лаконичным, поэтому держу себя практически в двух цветах, двух оттенках. Это синий и оттенок зеленого, который, может быть, чуть-чуть переходит в желтый, но совсем чуть-чуть. Делаю отражение кустов в районе воды, и, собственно, практически вся моя картинка, можно сказать, закончена. Ну, плюс приношу туда некоторую детализацию. Я прорабатываю элементы листвы в кустах, элементы травы, и думаю, нужно еще проработать землю. Это такой прием, который называется точкование. Кто его проходил в институте, тем респект. Кто не знает такого приема, у того открытий чудных готовит просвещение дух. В общем, вот такая штучка получилась. Еще немножко акцентов вот сюда, где они будут работать, как мне кажется, очень хорошо. И сейчас посмотрим, что же получилось. Только я напишу свое имя и дату. Да, вот такая вот история. Мне кажется, достаточно эффектно. И сейчас я полетаю над картинкой, чтобы вы могли в деталях посмотреть, как же работают чернила винзоровские с бумагой. Это хлопковая бумага, и она очень хорошо впитывает воду, очень надежно ее держит в себе, медленно высыхает и впитывается в бумагу. Так что практически можно сочетать вот этот вот некоторый объем. Чудовищно хорошо работает, мне дико нравится. Специальная акварельная бумага — это то, что нужно для такой вот техники. Для простого, быстрого, чистого эскиза. А это мое перо звездочка, да. А это чернилки Винсор Ньютон, которыми я работаю. Вот такие симпатичные, как карамельки. И вот то, что у нас получается в итоге. Мне кажется, классно. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Там смотрите обязательно в описании к этому видео. Много плейлистов по разным рубрикам. Выбирайте, повторяйте, ставьте лайк. Всем чао-чао, пока-пока.